А вы думали, пауэр-станцию для, скажем так, блэкаутов нельзя заказать из Китая? Да, можно, и не только из Китая. Расскажу сегодня как. Вообще для меня такой, знаете, сегодня интересный топ-5 пауэр-станций из Китая. Хороших пауэр-станций, потому что их там, ну, очень много для бэкапа вашего жилища, для бэкапа вашего интернета, для бэкапа различных ваших потребностей, когда света нет. Поэтому на канале Технозон топ-5 пауэр-станций из Китая на лето 2024 года и, наверное, уже на начало весны. Ой, на начало осени. Боже, ты мой, заговорился. Поехали. А теперь смотрите, мы с вами на Алиэкспресс. Дело в том, что пауэр-станций там огромное количество. И именно электростанции их называют, пауэр-станции. Огромные пауэрбанки, их огромное количество. И я контактирую с людьми, которые закупали эти станции. И некоторые из них я даже использую лично. И вот, например, сейчас вы видите мой магазин. У меня есть магазины одежды. И сейчас у меня там нет света. И на пауэр-станции работает у меня магазин. То есть работает освещение, работает вентилятор, работает у меня банковский терминал. И дополнительно мы еще что-то подключаем. Эта пауэр-станция обязательно сегодня будет в нашей подборке, потому что я прям от нее кипятком, скажем так, ошпариваю асфальт. А тут вопрос в том, что многие смотрят на цены на Али, и там действительно можно купить дешевле, даже с учетом растаможки, это будет дешевле, и смотрят, например, на какие-то там 2-киловаттные, и там вроде как все красиво китайцы расписывают. Ребята, вот половина этих пауэр-станций, которые здесь есть, вот 60 страниц по 25 или по 30 товаров, можно спустить все в унитаз. Объясню. Потому что большинство из них либо не имеет европейской версии и приходит по факту, ты заказываешь европейскую, тебе присылают 110-вольтовую с каким-то дополнительным инвертором, либо без европейской розетки, либо вообще без правильной синусоиды, либо заявляют, что там литий железофосфатный аккумулятор, по факту там чистый литий и тому подобное. Мы с этими пауэр-станциями пересталкивались огромное количество, мы делали много обзоров на пауэр-станции. Кстати, Леночка, накидай, пожалуйста, обзоров в этот обзор под видео, да, обзоров и ссылки на пауэр-станции, которые мы делали, хорошо? Теперь дальше. Мы конкретно имеем здесь 6 пауэр-станций, но проговорим про них 5, мест 5 будет. На последнем месте Ванпа, она больше вне топ, объясню. Ванпа классный, маленький. Здесь будут 3 маленьких пауэр-станции, таких до 600 ватт, и 3 больших. Ванпа неплоха тем, что она очень легкая и переносится, ее легко переносить. У нее есть версии от 200 ватт-час до 360 ватт-час. И самая ее прелесть в том, что, например, вы можете взять 240-ваттную с бесплатной доставкой, и она у вас не попадет под растаможку. Так, и смотрите, чем она интересна еще. Есть индикация, есть Type-C-шечка с быстрой зарядочкой, есть 2 розетки, но, честно говоря, розетки они попытались сделать такое мега универсальное, и зачастую под такие розетки нужен переходник. Ну, блин, ребят, 2 розетки 220, есть Type-C и Type-A и 2 LED-лампы. У него есть защита по безопасностям различным, и это больше такой выездной вариант. Хотя, допустим, взять себе под ноутбук, это неплохой вариант поработать. Взять себе там под зарядку смартфонов, она может заряжаться от солнечной батарейки, самой простой солнечной батареи, кстати, если хотите, мы вам выложим, даже сделаем топ-5 солнечных батарей, потому что у меня есть в офисе монокристаллическая солнечная батарея от All Powers. Мы ее так тягаем, да, она легкая, гибкая, удобная, кстати. У нас просто не солнечная сторона. Дальше есть охлаждение, и можно, в принципе, использовать на выезде. По поводу безопасности очень классная тема. От перегрева, от перезаряда, знаете даже чего, от лизания, короче, от короткого замыкания, от перегрузки. Короче, она оснащена всеми вариантами защиты. Но у нее самый простой литиевый аккумулятор, у нее USB output 5 вольт 2 ампер, ну это самый дешевяк, но он не подпадает ни под какую растаможку. Если брать чего-то уже поинтересней, то у нас идет All Powers R600 на 300 ватт, на железофосфатной батарее, на литий железофосфатной. Я на нее делал обзорчик, я ее использовал в горах.
Просто прелесть. Мне для вентилятора, я ставил себе вентилятор, ставил себе под ультрабучик и работал, и смартфончик заряжал. Очень классная штука с пиковой мощностью 600 Вт. Она удобно носится, у нее беспроводная зарядка, смотрите, сверху такая вот штучка. Я действительно делал на нее обзор, можете посмотреть. Действительно неплохая пауэрстанция, маленькая и за неплохие деньги, $205. Но вы должны понимать, что All Powers доставка $81. Что с этим делать, я сейчас расскажу. Я вам сейчас расскажу, как All Powers вообще купить дешевле. Его можно купить дешевле, и так можно купить. Именно для жителей Украины вообще шикарно. Сейчас расскажу. Вот давайте до конца обзора. Да, слушайте, а чего вы не подписались еще? Вообще подписка, нажать колокольчик, это вообще немаловажный аспект. Иначе лиса вам не покажет свои вот эти вот подарки, да. Вот, кому ты их даришь, ничего я вообще не понял. Короче, да. И плюс ссылки на обзоры, если мы делали, ссылки на пауэрстанции, на проверенных продавцов лежат в описании под видео. Почему на проверенных продавцов? Потому что есть много фейка, есть много с доставкой скрытой, когда вы получаете, есть много вообще, которые берут деньги и ничего не отправляют. Это мы с этими пауэрстанциями, сейчас тема горячая, поэтому очень много разных моментов. У нее есть предохранители, она подключается, вот видите, у нее такая штучка для солнечных батареек, у нее есть LED-лампочки, смотрите. Это у нее, кстати, вот он, предохранитель от перегруза. Она отщелкивается, вы просто потом включаете. У нее есть 2 евро-розетки. Кстати, это евро-версия, вот она. Это конкретно, если хотите евро-версию, берете евро-версию. У нее есть 2 розеточки, у нее есть 2 USB-шечки, 2 USB-шечки, насколько я помню. А ну, Лен, вспомни, 600-очку мы пользовали. Сейчас нет, у нее есть 2 Type-C и 2 Type-A. Все правильно, 2 USB. Ты где отсюда знала она? Дальше. Она заряжается от 0 до 100 за 1 час, может заряжаться от машины, от солнечной батареи. И, в принципе, такая нормальная штучка, но 400 Вт максимально вот может принимать для заряда. 400 Вт. Конечно же, все стандарты защиты от низкой температуры, от высокой температуры, от перезаряда, от перенапряжения, от перегруза, от короткого замыкания. Короче, ребят, очень много разных приколов. Но самое прикольное у этой пауэрстанции, хоть и маленькая, она выдает чистую синусоиду. Вот здесь вот с чистой синусоидой я бы не игрался. Чистая синусоида там это такой сомнительный момент. А следующая пауэрстанция, это малоизвестный производитель, но он Flash Fish, кстати, неплохой производитель. Пацаны покупали, пользовались, вы поняли, куда мы их заказывали, да. 500 ватточка, 500 ваттная станция. Смотрите сразу, у нее бесплатная доставка, вот она. Достаточно быстрая доставка. Вот здесь вот на рекламу не ведитесь. Вот когда вы видите здесь рекламу, это зачастую там либо доставка какая-то от балды. Вот давайте я вам сейчас покажу. Неплоха станция, очень неплоха. У нее есть 2 евро-розетки. Смотрите, у нее есть быстрая зарядка USB-шечки, есть простые USB-шечки. У нее есть вход под солнечные батарейки, DC даже, выходы 12 вольт, 10 ампер. И, конечно же, вот такая вот индикация. И самое прикольное в ней, это тоже чистая синусоида. 520 ватт час она, 500 ватт нагрузка. То есть это тоже такой вариант под ноутбук, под смартфоны, под роутеры. Кстати, под роутеры, забываю про это все время говорить. И тоже она имеет BMS-систему, она полностью сертифицированная. У нее есть все вот эти штуки от овервольтажа, там, за температур, перезарядов, за коротких замыканий, все эти защиты есть. Неплохая станция, совсем неплохая. Ребята пользовались, рекомендуют. А следующие станции у нас пойдут такие достаточно интересные. Смотрите, есть All Powers 1500 ваттной по мощности, пик 3000 ватт и емкость 1090 ватт, 1092 ватт-час. Я делал обзор конкретно на эту станцию. Стоит она в Китае $605. Доставка 96. Вот запомните эти цифры. Лиса, пиши. 606 даже баксов. Да, плюс доставка 95. Запомнили, да? Вот сейчас вот я просто на ней остановился. Но это чистый литий. Это чистый литий. Давайте я верну, наверное, All Powers сюда, потому что у нас есть еще одна батарея. $650. Плюс доставка $108. Это уже у нас литий-железофосфатные батареи на 1152 ватт-час. Это конкретно то, что я использую в своем бизнесе. У меня была еще R2500. Ну, мы покупали для ребят, сбор делали. Ну, ее нету. К сожалению, показать сейчас ее не могу. Показываю только то, чем пользуюсь.
Обалденная станция. Это вообще для меня топ. Почему не больше, допустим, 2500 ватт заказывать из Китая? Это будет вообще нецелесообразно. Ее, во-первых, вам, скорее всего, не отправят из Китая. Во-вторых, ее вам доставлять будут черт знает как, и растаможивать вы будете ее через заднюю ногу. Как купить такую штуку дешевле? Есть такой сайт iAllPowers.de, это фирменный их же сайт. Я вам дарю на этом сайте промокод Технозон. Вот он здесь такой огромный, 10% скидки. Это, кстати, вам компенсирует некоторую доставку. Через любого посредника, через Mist Express, через NP Shopping. А вообще, как избежать растаможки? Ребят, все же знают, что ездят бегунки. Сейчас у многих в Германии есть друзья, у многих. Я как делаю? Я заказываю на iAllPowers вот эту штуку. Ее доставляют моим друзьям. Они идут на автобус обыкновенный, так вот ее дают, говорят, ребята, надо доставить. Ее за 50 евро вам доставляют без всякой растаможки. Даже если вы потратите 100 евро на пауэрстанцию, теперь смотрите, сколько она стоила в Китае? 649 баксов плюс 108 доставка. Это уже 750, 760 долларов. Это R1500 я сейчас говорю. Теперь смотрите, в Германии она стоит 700 евро минус 10%. Это минус 70 евро. Это она стоит 630 евро, и она есть в наличии. Вот это вот AllPowers R1500. Если вы хотите про нее информацию, у нас есть шикарный обзор. Литий-феррум фосфатная батарея. 4 вот этих вот розетки. Мы их нагружали и дуйчиками 2-киловаттными. Она работает в режиме UPS. Она может быть включена постоянно в розетку, при этом она будет не отдавать из батареи. То есть, когда появился свет, она быстро заряжается. У нее зарядка до 1,5 киловатта. До 1,5 киловатта она заряжается вся меньше, чем за час. Хотя я ставлю киловатт, я 1,5 нет, потому что в условиях сильной жары она может греться. Я ставлю киловатт зарядка, за час она так фух, и все, и залетела. Солнечная панелька берется. У нее есть быстрая зарядка до 100 ватт. Смотрите, USB-C 100 ватт, на USB-A 18 ваттная. У нее есть Bluetooth, у нее есть Wi-Fi, она может работать с приложением. У нее правильная синусоида, кстати, у вот этого фишинга, флэш-фиша тоже правильная синусоида, и вот этой штуки тоже. Но я вам объясню, почему вам показываю эту AllPowers за 605 баксов. Ее тоже можно взять вот здесь вот на... И, кстати, слушайте, я вам ссылку на этот сайт закинул сейчас в описании под видео. Просто вот проработайте для себя вопрос NP-шоппинга. NP-шоппинг, либо через ваших знакомых. Но 10% они очень хорошо компенсируют. То есть растаможка в среднем пауэр-станции за... я вам сейчас скажу, дело в том, что я растамаживал. Я вам сейчас скажу даже точные цифры. Я вам покажу, что я заказывал. Я вам покажу, что я их заказывал. Но я, в отличие от вас, у меня тогда не было промокода. Это я выбил у производителя. Так. А вот, я себе буквально недавно заказал AllPowers S2000 Pro за 900 евро. По полной стоимости могу сказать сразу, у меня было 25 гривен бонус. Я заплачу за растаможку 331. Но это в любом случае дешевле, чем купить в Украине. И она есть в наличии. Ну, это 1,5 киловаттная на 2400 ватт, это такая достаточно мощная, классная станция, но вот эти станции лучше через бегунков, через посредников, через друзей, вообще избегая каких-то налогообложений, потому что вы все равно в Украине заплатите и растаможку, если вы будете покупать у конечного продавца, и плюс еще и то, что они заработают. Ребят, легче купить с растаможкой на AllPowers покупать. Это вот у меня на первом месте, вот эти вот AllPowers. Вот эта штука литиевая, она примерно такая же. Они, кстати, могут заряжаться из 3 источников одновременно. Например, от Type-C, в данном случае вот эта штука, от Type-C, от розетки, от, допустим, автомобильной зарядки и от солнечной панели. Просто сумасшедшая вещь. Очень мне нравилось, 1092 ватт-час емкость, 1500 ватт мощность. Вот эта штука мощнее. Но, поверьте, AllPowers у меня работает уже очень-очень долго. Сколько мы с AllPowers работаем? Уже больше года, да? Больше года это однозначно. Вообще ни разу у нас был один момент, когда станция перестала заряжаться выше 40%. Знаете почему? Потому что мы бараны. В инструкции четко на литий железофосфатные батареи на AllPowers написано: раз в 3 месяца
если она просто стоит, раз в 3 месяца, включать, проверять и доводить уровень заряда до 60%, если вдруг ниже. Я этого не делал, то есть за там 7 месяцев, пока я там в разъездах, она не разрядилась в ноль, чтобы вы не думали, она не разряжается в ноль. Она была 100%, но она почему-то там свои калькулятивные способности включила, мы ее не включили, не проверили, не довели до 60%, и у нее контроллер потерял значение емкости батареи. Что для этого нужно, чтобы исправить? Вот многие там мучаются, что нужно сделать, пауэрстанция не заряжается. Это потому, что вы ее либо разряжали в ноль, либо не следили за ней. Берете 100-ваттное устройство, обыкновенные 100 Вт, с нагрузкой 100 Вт через USB обязательно. Либо два 100-ваттных устройства. Разряжаете до 5%, она ниже не разрядится. Потом заряжаете, она зарядится на 46, на 48, потом еще раз 100 Вт до 5, и потом уже все, у нее включается режим калькулирования мощной емкости батареи, и она будет заряжать в 100. Все, это я конкретно разговаривал с инженерами All Powers, и мне говорят, ну блин, ребят, ну за ними следить надо. Ну короче, такое дело. Рекомендую. На All Powers, кстати, можно найти и солнечные панельки, и электростанции. Но здесь тоже сейчас я вам скажу, вот мы покупали пацанам вот такую вот R2500, она 1000 евро, это вообще мощная такая бабища, она правда весит, как не знаю кто, я вам серьезно говорю, она просто, мы ее там втроем тягали, да, там такая жопа. И знаете, что еще могу порекомендовать из Китая? За 600 баксов с бесплатной доставкой есть вот такая вот MyHormar, я даже не знаю как это, Hormar, блин. Честно вам скажу, пацаны покупали 1000 Вт-час железофосфатная литий-железофосфатная батарея с правильной синусоидой, все хорошо, неудобный формат. В том плане, что всего лишь 2 зарядки, она больше рассчитана на travel формат, у нее всего лишь 2 розетки, у нее есть LED-лампа, у нее есть огромное количество USB-шечек, ну и очень мало опыта с ней вот конкретно работы. Она заряжается 850 Вт, что в принципе, хотя и быстро, но не настолько быстро, как, допустим, тот же самый All Powers. Там модель S1500, тут видите, с рюмкой обязательно, с коньячком, вот это, без этого однозначно нифига работать не будет, короче. Как-то так. Она очень сильно понравилась, но не мне. Я конкретно с ней не работал. Работали мои друзья. У них тоже BMS защита от всех этих неприятных коллизий, типа коротких замыканий, перегревов, перезарядов и тому подобное. Действительно, очень классная тема. Но, опять же, я делаю сноску. Она крутая, но делаю сноску на то, что я не использовал лично. А то, что я использовал лично, знаете, что самое классное? В режиме UPS, вот эта штука, вот здесь, кстати, режима UPS нет. Вы должны понимать. Вот это вот в режиме UPS, давайте я, наверное, ее здесь включу. Вот эта штука в режиме UPS, это 2500, стоп, я ее сразу вижу. Электростанция, где R1500? Здесь, кстати, есть наборы с солнечными батареями. Я покупал, у меня вот такая вот она, с вот такой вот монокристаллическими панелями. Бомбейшая штука. На хорошем солнце до 200 Вт монокристалл дает. В среднем такое, если переменная облачность, 110, 120, 130 Вт. В принципе, вы повесили батарею, так как она гибкая, вы ее повесили где-то у себя на фасаде, повесили этот, и она там что-то заряжает ее в режиме UPS постоянно. И постоянно держит, подзаряжает заряд. В режиме UPS она вытягивает и котел, то есть котел не замечает переключения, компьютер не замечает переключения. То есть если вы работаете, вы через пауэрстанцию постоянно можете пускать там какие-то моменты. Выключился свет, вы даже не заметили переключения. Просто.